Приветствую всех на канале. В декабре прошлого года я сделала вот такое кашпо, довольно-таки большое, из облегченной цементной смеси. Сегодня покажу и расскажу, как я его делала. Кстати, в этом кашпо вы сейчас видите лимон. Это участник одного из предыдущих моих видео, где я показывала и рассказывала об уходе и формировке. Вот так лимон выглядел в декабре. Зимовал он на улицу, это экспериментальная зимовка. В конце покажу, как он выглядит сейчас. Очень удобно использовать крутящиеся подставки. У меня она совсем для других целей, это для украшения тортов. И вырезала большой лист фанеры. Защитила и подставку, и фанеру стрейч-пленкой. Так же, как и форму. Стрейч-пленкой и малярным скотчем. Для укрепления стенок и дна кашпо я буду использовать оставшуюся от ремонта сетку. Строительная сетка армирующая. Не обязательно ее использовать. Можно взять, например, серпянку самоклеющуюся или что-то другое. Обмотать тонкой проволокой. Первый раствор, у нас их будет два. Одна часть цемента и две части песка. Прежде чем добавлять воду, обязательно нужно их хорошо размешать до однородности. Воду добавляем постепенно, небольшими частями, чтобы смесь не стала слишком жидкой. Она должна быть довольно-таки густой, иначе она поплывет. Выкладываю тонким слоем. Слой стараюсь делать не больше 3-4 мм. Я побоялась использовать при изготовлении этого кашпо облегченную смесь, и поэтому основу сделала из обычной цементно-песчаной смеси, потому что она довольно-таки тонкая, и я побоялась, что она будет слишком хрупкой. Но совершенно напрасно. Я уже делала кашпо полностью из облегченной смеси, и ничего с ними не случилось, довольно-таки прочные они. Вставляю пробочки от пластиковых бутылок в места, которые вырезала в сетке. Если сетку использовать не будете, то никакие пробочки не нужны. Дырки для стока лишней воды можно будет сделать просто пальцем в любом месте. И сверху накладываю еще один слой. Тоже стараюсь его сделать не толстым. Далее занимаюсь стенками кашпо. Выкладываю его полосками для того, чтобы легче было контролировать толщину слоя, чтобы не сделать его слишком толстым или тонким. Стараюсь, чтобы слой был тоже не больше 5 мм, максимум 5 мм. Накладываю сетку. И заполняю промежутки, которые до этого оставались без раствора. И после того, как выполнили основу, готовим смесь номер 2. Это как раз таки облегченный бетон. Одна часть цемента, одна часть песка и две части измельченного пенопласта. После высыхания такие изделия имеют относительно малый вес по сравнению с обычным бетоном. Поэтому для таких громоздких кашпо желательно использовать такие материалы. Измельчаю я пенопласт при помощи кухонных приборов. Покажу в отдельном видео, потому что сейчас не сняла, как я это делаю. И опять же перемешиваю сначала до однородного состояния и только потом добавляю воду по чуть-чуть, чтобы смесь не стала жидкой. Вот такая вязкая должна получиться смесь, густая. И сейчас я из нее буду лепить котлетки, камушки.
и прикладывать их к основе. Я не стремлюсь, чтобы камешки были одинаковой формы, одинакового размера, потому что хочу сделать имитацию природных камней, которые отличаются своим размером и формой. Убираю крышки из дырочек и приделываю ножки, между которыми должно быть расстояние. Сохнуть кашпо я оставила на открытом воздухе в естественных условиях, потому что декабрь и влажность большая, температура невысокая. Но если лето, жара, то его нужно накрыть полиэтиленом, либо тканью мокрой, которую время от времени нужно смачивать, для того, чтобы раствор не высыхал, а твердел. Химическая реакция, чтобы происходила. Простояло мое кашпо больше, чем нужно. Обычно форму нужно убрать на следующий день, ну или хотя бы через день. У меня же оно стояло почти месяц, и форма буквально вросла. Вынимали мы ее с трудом вдвоем, но, слава богу, не сломав, все-таки удалили. Защитная пленка удаляется без труда. Теперь кашпо нужно обработать смесью для того, чтобы защитить бетон от воздействия влаги. Смесь я приготовлю из 2 столовых ложек ПВА, стакана воды и добавляю цемент постепенно, довожу смесь до густоты жидкой сметаны. Это делается для того, чтобы специально не покупать гидроизоляцию, она продается в сухих смесях в магазинах, но, возможно, у кого-то она осталась от ремонта, от стройки. Используйте ее, также разбавив водой, это будет даже лучше, чем ПВА с цементом. И такое кашпо обработанное прослужит гораздо дольше. Промазываем тщательно и оставляем сохнуть на сутки. Но получилось так, что мое кашпо сохло не сутки, сейчас уже весна, апрель, и только-только дошли до него руки. Я использую фасадную акриловую краску. Она белая или прозрачная, ее можно заколеровать специальными красителями в любой цвет. Также можно использовать супермоющуюся краску для влажных помещений. Колерую ее в светло-зеленый цвет и закрашиваю через 1-2 камешки. Аккуратность тут ни к чему. Красим поверхностно. Бока камешков остаются непрокрашенными. Меняю цвет, добавляя красный краситель и закрашиваю еще часть камешков. Затем желтым красителем покрываю оставшиеся камешки. Вот такое пестрое кашпо. Не бойтесь, оно таким не останется. Помощнички мои рядом. Смешиваю все, что у меня накопилось в баночке. Добавляю синий краситель для того, чтобы получить грязно-зелено-серый цвет болотный. И этот краситель смешаю с белой фасадной краской, потому что объем понадобится немалый. Нужно будет покрыть полностью кашпо и внутри, и снаружи. Также мне понадобится влажная ткань и емкость с водой, для того, чтобы ее можно было сполоснуть. Покрываю тщательно полностью все кашпо снаружи. Вот здесь уже нужно все трещинки, все щели между камешками, все аккуратно, тщательно прокрасить.
Закрашиваю треть или половину горшка, даю просохнуть минут 10-15 и снимаю верхний слой краски влажной тканью для того, чтобы обнажился нижний слой, разноцветный. Затем крашу вторую половину, даю подсохнуть и проделываю то же самое. Переворачиваю кашпо, подкрашиваю места, которые остались непрокрашенными, крашу торец и внутри. Даю просохнуть буквально пару часов и можно приступать к покрытию лаком. Лак использую тоже акриловый, можно взять мебельный, можно взять универсальный, разницы никакой нет. Лак бесцветный. Покрываю им дно сначала, затем стенки снаружи, стараюсь прокрасить тщательно. Поначалу он белый, но когда высыхает, становится полностью прозрачным. Смотрите, какая у нас красота. В эти кашпо я показывала, как осенью высаживаю луковичные. Убирала пеларгонии, которые украшали сад все лето своим цветением, и высаживала на их место луковичные. Керия японская. Красавица. Я ее специально не стригу весной, чтобы она себя показала во всей красе. И уже после основного цветения ее можно будет постричь. Тюльпанчики. Как я люблю весну. После того, как кашпо подсохнет, перестанет прилипать, буквально час прошел, переворачиваю его, подкрашиваю те места, которые остались непрокрашенными. Крашу также торец и внутри. Через несколько часов, ну, желательно через сутки, кашпо можно использовать. Как видите, кашпо отличаются не только по цвету, но и по размеру камешков. Предыдущие камешки более мелкие, новые чуть более крупные. И цвет у предыдущего кашпо больше серый, новое же уходит в зелень, в желтизну. Но я и не стремилась их сделать совершенно одинаковыми. Меня такая разница устраивает. Я не высаживаю растения в эти кашпо, я их высаживаю в транспортировочные подходящего размера и вставляю их уже в свою очередь в каменные. Сверху можно задекорировать щепой или корой, чтобы второго горшка не было видно. Лимон посажен точно так же, и второй горшок там уже просвечивает. Итак, лимон. Зимовал он на крыльце в защищенном от ветра месте. И зима была относительно теплой. И 2 или 3 раза на самые холодные дни я его заносила в дом. Он перезимовал без потерь. И посмотрите, сплошь покрыт новыми побегами с красноватыми блестящими листочками. Эксперимент продолжу и посмотрю, до каких температур он будет зимовать на улице в кашпо без повреждений. На этом вроде у меня сегодня все по кашпо. Да, диаметр его 37 сантиметров, высота 34. Сейчас несколько зарисовок моего сада. На этом прощаюсь. Всем всего наилучшего. Не болейте, будьте здоровы и до встречи на канале. Пока.